Güzel vücut. Bugün güzel vücut. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Как повлияет на Зафер потеря отца на руках? Какие меры предосторожности предпримет визирь Зюльфикар-бей в этой ситуации? Немедленно ли нападут враги на Зюльфикар-бея, если с ним что-то случится, как сказал визирь? Что сделает Дерья, когда Зюльфикар-бей потеряет власть? Почему Дерья угрожает Рейхан? Ответит ли Тимур взаимностью, когда он признается Рейхан в любви? Почему Дерья идет на ужин с капитаном Яхией? Возобновится ли роман между Дерьей и Яхией? Узнает ли муж Дерьи, Баязид Яхья, что между ними что-то происходит? Как отреагирует Зафер, когда Гюлендам поцелует его в губы? Влюбится ли Зафер в Гюлендам и расстанется ли с Рейхан? Расцветут ли отношения Тимура и Рейхан? Будет ли Зюльфикар впечатлен спасением Тимура и начнет ли доверять ему больше? Или Тимур умрет? Как отреагирует Рейхан, когда Тимура застрелят? Выяснится ли, почему брат Яхи, Селим, хотел убить Зюльфикара? Знает ли Яхья о плане Селима застрелить Зюльфикара? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы с Тимуром ничего не случилось, пусть Зафер влюбится в Гюлендам и захочет на ней жениться, а Рейхан и Тимур поженятся по-настоящему и продолжат вести себя как семья Зюльфикара, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу, приятного просмотра. Пятая серия сериала «Велиахт Корона» начинается под влиянием болезни Зюльфикара-бея и станет свидетелем событий, которые изменят судьбу каждого. Крах Зюльфикара-бея нарушит не только внутреннее равновесие семьи, но и стратегии всех внешних врагов. Эта сцена станет одним из самых ярких поворотных моментов в сериале, как в эмоциональном, так и в политическом плане. Когда Зафер станет свидетелем гибели отца на его руках, его внутренний мир разрушится. Ослабление человека, которого он считал сильным и непоколебимым, нарушит весь внутренний баланс Зафера. Его уважение, восхищение и одновременно страх перед отцом внезапно столкнутся. Детство закончилось, и наступит время ответственности. Зафер будет глубоко озабочен вопросом: смогу ли я стать таким же правителем, как мой отец? Этот страх сделает его еще более амбициозным и опасным. Визирь же, в свою очередь, создаст прекрасную возможность из затруднительного положения Зюльфикар-бея. Он почувствует, что настал момент, которого он ждал годами. Но он не выдаст этого открыто, вместо этого он будет витать вокруг него, словно тень, заявляя: здоровье нашего бея превыше всего. Однако за кулисами он будет тайно строить свои планы. Он предпримет шаги, чтобы захватить власть Зюльфикар-бея, переманивая на свою сторону одного за другим его верных последователей. Таким образом, падение Зюльфикара проложит путь к возвышению визиря. Как и предсказывал визирь, если с Зюльфикаром что-то случится, его враги мобилизуются. Его соперники, годами сидевшие в страхе, почувствуют, что страх рассеялся. В город извне войдут новые фигуры, ожидающие возможности подорвать империю Зюльфикара изнутри. Эта угроза будет исходить не только из делового мира, но и от преступных связей. Трон наследника теперь потребует больше крови, чем когда-либо. Посреди этого хаоса Дерья разработает собственную игру. Лишившись власти от Зюльфикар-бея, она будет преисполнена ярости. Она почувствует себя отверженной. Эта ситуация еще больше укрепит ее эго, амбиции и темную сторону. Он больше не хочет быть за кулисами, он хочет быть на сцене. Именно поэтому он сделает первый шаг против Рейхан. Дерья будет угрожать Рейхан и пытаться вбить клин между ней и Тимуром. Она попытается запугать Рейхан, сказав: если ты с ним, ты обожжешь не только ее, но и себя, но Рейхан не отступит. Буря в сердце Тимура больше не будет скрыта. Он больше не сможет сдерживать свои чувства к Рейхан и наконец признается: я люблю тебя. Рейхан некоторое время будет молчать, глаза ее наполнятся слезами от этого признания, но страх будет ее удерживать. Эта любовь не просто дело сердца,
это будет опасное решение, принятое посреди войны. Рейхан отстранится, думая, если я скажу «да» этой любви, мы настроим всех против себя. Тимур, столкнувшись с этим безразличием, снова замкнется в себе и станет еще более озлобленным. Тем временем Дерья предпримет новый шаг, она тайно поужинает со своим бывшим возлюбленным, Яхьей Каптаном. Эта встреча станет не только моментом ностальгии, но и стратегическим ходом. Дерья воспользуется прошлым, чтобы склонить Яхью на свою сторону. «Когда-то мы могли бы сжечь мир вместе», — скажет она, разжигая былые чувства. И да, эта встреча вновь разожжет пламя страсти между двумя бывшими. Тепло в глазах Дерья разожжет чувства, которые годами теплились в сердце Яхьи. Однако эта тайная встреча не будет долго оставаться тайной. Муж Дерья, Баязид, заметит перемену в поведении жены. Однажды ночью он узнает обо всем из таинственного сообщения на телефоне. Фраза «твоя жена ужинала с другим мужчиной» разожжет в Баязиде яростный огонь. Теперь предательство Дерьи пошатнет не только его брак, но и равновесие всей семьи. Тем временем между Гюлендом и Зафером разворачивается неожиданная сцена. Не в силах больше скрывать свои чувства, Гюлендом целует Зафера в губы. Эта сцена будет одновременно романтичной и шокирующей. Зафер на мгновение замрет, затем отстранится, но конфликт, который он испытает в этот момент, отразится на его лице. Его сердце и разум будут бороться. Он будет разрываться между преданностью Рейхан и мужеством Гюлендом. Но со временем этот поцелуй будет преследовать его, проникая в самое сердце. Пока он мечется между чистой любовью Гюлендама и отстраненностью Рейхан, его сердце постепенно меняется. Любовные отношения Тимура и Рейхан тихо завяжутся в этой серии. Между ними возникнет непризнанная, нетронутая, но ощутимая связь. Как бы Рейхан ни сопротивлялась, каждый взгляд Тимура, каждое его слово пробуждают в ней что-то. Но зарождение этой любви проложит путь к их гибели. Зюльфикар Бей будет глубоко потрясен, узнав, что Тимур спас ему жизнь. До этого он видел в Тимуре только мужчину, но теперь начинает относиться к нему как к сыну. Он говорит, с такими, как ты, нелегко справляться, и укрепляет свое доверие к нему. Однако судьба быстро проверит это доверие. Тимур будет жестоко ранен в новой ловушке, расставленной визирем. Выстрел в Тимура нарушит внутренний мир всех персонажей сериала. Рейхан бросится к Тимуру, покрытому кровью, со слезами на глазах, держа его за руки. Она крикнет «Не покидай меня». Эта сцена станет самым эмоциональным моментом в сериале. Слезы Рейхан сольются с последними словами Тимура «Не бойся, я еще не умер». Финальная сцена откроет, почему брат Яхьи, Селим, хотел убить Зульфикара. Осознание того, что приказ Зульфикара в прошлом разрушил семью Селима, потрясет зрителей. Клятва Селима отомстить обретет еще большее значение в этой серии. Однако самая поразительная правда заключается в том, что Яхья знал об этом плане. Фраза «я лишь пытался защитить брата» заставит зрителей задуматься, закрыл ли Яхья глаза на смерть Зульфикара. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.